Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами попробуем создать на примере шрифта Antisonic новые начертания. Допустим, у нас нет референсов жирного и легкого начертания в нашем шрифте. Допустим, вот вы нарисовали какой-то шрифт, у вас там было одно начертание. Вы бы хотели расширить это семейство, добавить к нему несколько других начертаний, но по сути вам нужно их придумать, их не существует. Вот. И тут у нас два пути. Первый путь, вы непосредственно создаете вручную, рисуете все буквы с нуля из головы, так сказать, и там подгоняете их так, чтобы у вас вариативность работала. Вот. Второй вариант – это сделать то же самое, и мы по сути будем делать то же самое, но с небольшой подсказкой. Мы можем воспользоваться алгоритмами FontLab, которые позволят нам сделать более насыщенные начертания нашего шрифта, и уже вдохновляясь его рисунком, мы можем правильно, относительно грамотно нарисовать новое начертание, которого до этого не существовало. Возьмем шрифт с начертанием Regular. В качестве подобного я решил выбрать шрифт моих друзей из Antitype под названием Antisonic. В нем есть 4 разных начертания. Это такие более-менее легкое, нормальное, среднее и жирное. Но я бы в качестве эксперимента взял его и сделал сверхлегким и сверхжирным, чтобы понять, как это примерно можно применить в нашей практике. То есть по факту в этом шрифте их не существует. Но на самом деле нам понадобится только одно начертание Regular. Это бесплатный шрифт, вы можете его скачать на сайте Antitype и поэкспериментировать. Но если вдруг вы не хотите экспериментировать над этим шрифтом, вы можете использовать свой. Тут уже не принципиально, главное понять задачу, которую мы можем с вами решить. Почему я решил выбрать чужой шрифт, а не шрифт, который мы с вами до этого рисовали? Ну, во-первых, я совершенно не знаком со структурой этого шрифта, понятия не имею, какие там пропорции, какие там метрики, как нарисованы глифы и так далее. То есть и для вас, и для меня он будет абсолютно новый, я вообще к нему не имею никакого отношения и не понимаю, что там внутри. А во-вторых, в качестве просто отдыха от журнальной рубрины, на которой мы с вами работали все это время, будет неплохо немножко отвлечься и поэкспериментировать над чем-нибудь совершенно другим, чтобы просто отдохнуть, скажем так. Мы хотим сделать вариативный шрифт из одного начертания. Делать мы будем, по сути, все то же самое, что мы делали до этого. Для этого сначала откроем шрифт. Вот это вот все я удаляю. Я создал папку Old, в которой я скидываю все старые версии проекта, но не удаляю их, потому что они мне позволяют откатиться на несколько дней назад, если вдруг какие-то у меня будут вопросы. Вот, я скачал архив и выбираю здесь начертание Regular, самое обыкновенное, скопирую его в папку и открою. Вот так выглядит наше начертание. Выберем какую-нибудь сортировку, например, Latin Simple. Здесь есть кириллица, здесь есть латиница, немножко расширенные. В общем, особо здесь я экспериментировать не буду со всеми символами. Я просто оставлю только, наверное, только латиницу. Я все вот это удалю. Просто потому что процесс работы алгоритмов достаточно тяжелый, и чтобы не усложнять задачу, я буду делать это только над этими несколькими символами. Первое, что сейчас нам нужно сделать, это создать дополнительные слои. Так как шрифт у нас вариативный, у нас их должно быть несколько, а пока у нас он только один. Поэтому я захожу в Font-Info, Ctrl-Alt-F. У меня открывается Font-Info этого шрифта. Вот здесь его данные, кто создатель, какая лицензия там и так далее. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно скопировать этот слой в качестве подопытного, поэтому я делаю вот что. Нажимаю на плюсик, жму скопировать этот слой с сохранением всех ячеек шрифта с его, собственно, содержимым. И напишем здесь, например, пускай будет bold. Даже нет, extra bold. Мы потом сравним это с оригиналом шрифта. Жму ОК. Вот у меня создался второй мастер. И сразу добавились оси. Вот они, мастера. Инстансов пока нету. Давайте проверим содержимое Extra Bold. Здесь у нас название правильное. Extra Bold 800, Normal. И вот это вот можно обновить. Применяю. Теперь мы сохраняем этот проект, потому что до этого мы открывали только сам шрифт. И вот здесь мы пишем Antisonic
VF, то есть вариативный шрифт. В формате фонтлабовском. Сохраняю. Все, проект у нас сохранен. Вариативность у нас есть, но изменений у нас как таковых нету. Как мы видим, ничего не происходит. Теперь попробуем изменить насыщенность этого шрифта. Выбираем мастер Extra Bold и заходим в Tools, Actions. Здесь нам нужно найти вкладку Adjust, а в ней мы находим уже изменить вес. Вот эту вкладку, но либо мы выделяем сразу несколько символов, либо вот здесь можем выбрать, что над какими именно глифами будет происходить операция. Либо выбранные, у меня выбрана только вот эта буква, нам это не нужно. Окно, это то, что в целом в этом окне у нас все 65 глифов, либо все. Тут в принципе уже разницы большой нет, что мы выбираем, поэтому пускай будет вот так. И вот теперь, используя алгоритм Simple, мы можем сделать либо очень тонкое начертание, либо очень насыщенное. Ну, допустим, сделаем вот так. Видите, если сильно мы увеличиваем, у нас с вами начинает деформироваться контур. Есть еще режим расширенный. Здесь, в принципе, можно делать вот так. Например, зачем это может быть нужно? Затем, что мы можем таким образом делать неравномерное расширение. Потому что мы должны оптически компенсировать. Здесь я, к сожалению, не могу увидеть больше символов. Так, вот это мы оставляем. Здесь можно даже добавить скругление, смотрите. Это мы оставляем. В общем, где-то вот так можно сделать. И жму не для всех мастеров, а для текущего мастера, потому что нам этот мастер трогать не нужно. Жму Run, жму Close. Как видите, результат получился у нас не самый лучший, потому что алгоритмы, они просто увеличивали ширину и размер всех штрихов горизонтальных, вертикальных. Получилось достаточно грубо. Но благодаря такому способу изменения нашего контура мы можем предварительно прикинуть, как будет выглядеть наш шрифт. Поэтому что мы можем с этим сделать дальше? Мы можем отправить этот мастер в маску и после этого уже обрисовывать все вручную. Если мы сейчас посмотрим на вариативность, возможно, она даже будет работать. Да, она работает, но получается достаточно коряво и не на всех буквах. Вот если мы посмотрим на букву G, она у нас не работает как надо. Поэтому что я сейчас делаю? Я просто сделаю дубликат этого слоя, или даже просто я его переименую. Напишу здесь Extra Bold Mask. Жму Enter и выбираю все глифы. Что произошло? Особо ничего не произошло. Сохраняюсь. Теперь я захожу в Font Info и повторяю. Вот это можно удалить. Только здесь он спрашивает, удалить все глифы вместе с мастером или только сам мастер. Поэтому я жму нет. У меня сохраняются все глифы. Да, вот они сохранились, но при этом такого мастера не существует. Снова захожу сюда, дублирую, и вот здесь пишу снова Extra Bold. Жму ОК. Все у меня подтянулось, все есть. И здесь же можно сделать, например, Thin начертание. Жму ОК. Apply. ОК. Что у нас получается? Так, вот это мне не нужно. Удаляю это всюду. Вот здесь, здесь воспользуюсь экшенами. Экшены, Simple. И вот здесь сделаю вот такое тонкое начертание. Run, Close. Вот что мы имеем. Некоторые буквы у нас пропали, некоторые буквы у нас есть. Тут все на самом деле достаточно сильно поломалось, но это не важно. Здесь мы пишем Mask для всех глифов. Заходим в Font Info, снова удаляем этот мастер через No с сохранением маски и дублируем этот мастер. Пишу Thin, ОК, Apply. Здесь мне пока
все не... А, вот что мы сделаем. Мы вот здесь, так как мы добавили тин, тин у нас имеет значение 100, значит в графиках нам нужно это дело тоже поправить. Я пишу здесь 100, а здесь 800. Применяю. Вот это обновляю. Блэка у меня нет, поэтому я его удаляю. Все, окей. В общем, здесь особо ничего не произошло, но я закрываю проект и снова его открываю, чтобы у меня обновились все маски. Вот, видите, они у меня привязались ко всему. При этом кликаю сюда, здесь у меня очень жирное, а здесь очень тонкое начертание. Поменяю порядок. Так, так. Применяю. Окей, все сохранилось. Теперь выделяю все красным, чтобы понимать, над чем мне нужно работать. И вот теперь уже, используя оригинальные контуры, я могу подредактировать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.